Здравствуйте! После длительного перерыва я рада нашему с вами общению, мои уважаемые подписчики. Перед тем, как перейти к основной теме видео, от всей моей семьи хочу поблагодарить вас за высказанное сочувствие, соболезнования по поводу ухода из жизни нашего отца Калибека Каирбаевича Даниярова, большого патриота Казахстана. 10 сентября было 40 дней, как его нет с нами. Извините, мне, конечно, не хватит сегодня слов для того, чтобы описать все большие человеческие качества нашего папы. И одно могу только честно сказать, что если бы таких людей было бы больше в мире было бы больше справедливости, и государством управляли бы профессионалы. За время моего отсутствия в онлайн в Казахстане происходили важные события, которые возмутили большинство казахстанцев, что подтверждают неутихающие дискуссии в социальных сетях. Осуждение проведенного президентом Токаевым референдума в канун дня рождения его коллеги, президента Российской Федерации Путина, по строительству атомной электростанции на озере Балхаш не утихают. Главной причиной опасений и возмущения народа являются невероятные масштабы коррупции во всех ветвях власти Казахстана, низкий уровень профессионализма чиновников, отсутствие в стране образовательных учреждений по подготовке местных кадров для строительства атомной электростанции и дальнейшей эксплуатации оборудования, которого мы сами не производим в Казахстане, иностранного производства, которое, естественно, будет установлено на этой АЭС. Обращаю ваше внимание, что кроме желания представителей не отечественного бизнеса, а бизнеса, подчеркиваю, иностранных государств, инвестировать в проект строительства АЭС, также, кроме политических решений Назарбаева, Путина, Токаева, интересы Казахстана в данном проекте не были убедительно сформулированы казахстанской властью для граждан Казахстана. Это связано с тем, что власть не создала рабочих условий для защиты государственных интересов, то есть не создала предпосылок для строительства этой атомной станции. И она, значит, не обнародовала условий защиты государственных интересов Казахстана убедительно в данном проекте. По подготовке специалистов всех профилей для строительства атомной станции, эксплуатации оборудования, ученых, специалистов по безопасности, экологии атомных станций и так далее. Необходимость строительства атомной электростанции декларируется президентом Токаевым в большей степени на эмоциональном, поверхностном уровне. Некоторым таким менторским тоном он заявляет, что надо следовать современным технологиям и жить в ногу с передовым миром. Ну, это, конечно, все хорошо, но складывается впечатление, что президент и его правительство не понимают всей степени собственной ответственности, что граничит с государственной безответственностью. Ссылки президента Токаева на создание международного консорциума по строительству АЭС также воспринимаются большей частью граждан негативно. У населения за годы правления первого и второго президентов укоренилось стопроцентное понимание, что Казахстаном руководит коррумпированная, организованная преступная группа, по-простому мафия миллиардеров, обогащающаяся за счет различных государственных проектов и государственных заказов, включая систему образования, в которую ранее совершенно беззастенчиво внедрилась первая супруга Назарбаева, Сара Алпысқызы, и ее дочь средняя Динара Кулебаева. Отсутствие понимания правительством законов, закономерностей подтверждают публичные жалобы высокопоставленных чиновников на дефицит профессиональных кадров. Эти люди не понимают, откуда взяться профессиональным кадрам, если малообразованные люди, злоупотребляя властными полномочиями президентской власти,
более 30 лет разрушали существующую подготовку профессиональных вот этих кадров для отраслей экономики Казахстана, всех отраслей. И не просто разрушили, а также присвоили то, что было создано за годы советского Казахстана. Они все эти годы доели бюджет Министерства образования. Довольно странная сложилась ситуация в Казахстане. Правительство, оправдывая свои провалы, ссылается на дефицит профессиональных кадров. А президент Токаев в это время призывает народ поддерживать строительство атомной электростанции. Казахстан нуждается в первую очередь в политических и экономических реформах. Но это требование народа президент игнорирует. Например, давайте зададим конкретный вопрос президенту Токаеву и его правительству. Какое количество рабочих мест по всем категориям профессий предусмотрено для граждан Казахстана при реализации вот этого проекта атомной электростанции? Это чрезвычайно важный момент, потому что кадровый вопрос на республиканском и местном уровнях в настоящее время решается по протекциям, родственным связям, степени приближенности к правящим кланам Назарбаева, а ныне Токаева, а не по профессиональным несоответствию профессиональным качествам. Это в большей степени происходит так. За примером далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить экс-акима города Алматы Байбека, сына одноклассника Назарбаева, музыканта по образованию, обученного за счет программы «Балашак». Другой пример балашаковцев – это Марат Бекетаев, Бишимбаев, и таких немало в Казахстане. Ситуация в стране с кадровой политикой позволяет говорить, что Назарбаев далеко не ушел. Его дело продолжают вот эти выученные его назначенцы, его кадры. Касым-Жомарт Кемелович Токаев продемонстрировал суперпреданность семейному клану Назарбаева и был назначен на пост президента Казахстана. Но это всем очевидно. Не за служение вот народу, а за покладистость в служении бизнесу Нурмафии. Токаев был назначен Назарбаевым на должность президента Казахстана. Налицо классическая схема захвата власти, слияния государственных чиновников с бизнесом. В результате в Казахстане был сформирован класс олигархов, партнеров бизнеса клана Назарбаева. Если говорить юридическим языком, партнеры и менеджеры бизнеса, госчиновников или экс-госчиновников и действующих, каковым является вот этого самым главным госчиновником является экс-президент Назарбаев, они все являются участниками вот этой организованной преступной группы по отмыванию государственных средств из национального бюджета Республики Казахстан. На мой взгляд, это единственная деятельность, в которой 100% преуспел первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. И за его вот эти особо доверенные слуги, хочу повторно обратить ваше внимание, друзья, что Назарбаев передал власть Токаеву как самому преданному и любимому вельможе, то есть высокопоставленному слуге. И поэтому тайные нити управления остались, естественно же, у Назарбаева. Можно не сомневаться, что его дочери, зятья, сваты и родня, за исключением только неугодных, которые, возможно, провинились в глазах вот его самого родного клана, останутся, значит, вот все другие, кроме вот этих неугодных, они останутся неприкасаемыми при власти назначенного президента Токаева. Эта группа неприкосновенных, как говорится, не мята, не клята властью Токаева. Кто-то называет эту группу теневым правительством Казахстана в Дубае. Мне лично больше нравится определение «двор Нурсултана Назарбаева со всей своей челядью,
перебрался в свои арабские резиденции, возможно, временно. Казахстанская команда назначенца Токаева – это как бы второй эшелон слуг диктатора, которым дано добро, как бы вот эта Назарбаевская таможня дала добро на обкрадывание экономики Казахстана, при этом, конечно же, при условии делиться с отбывшим на пенсию в Дубай экс-президентом-миллиардером. Давайте поговорим о роли в истории современного Казахстана вот этих слуг первого диктатора Назарбаева. Потому что не диктаторы, а слуги заполняют тюрьмы невиновными, они пытают и выбивают ложные показания, шантажируют и угрожают, они занимаются мошенническими схемами захватов бизнеса, честных предпринимателей, отмывают проценты с госдоговоров, ведут войны компроматов, ущемляют права граждан, свободу слова и много и так далее. Не помню, кто автор высказывания «Не так страшны диктаторы, страшнее их слуги». И я разделяю это мнение. Слуги диктаторов виновны в сломанных судьбах, потерянных жизнях во время Кантара и последующем линчевании казахской молодежи. Из-за своей профессиональной непригодности к этой самой государственной службе слуги диктаторов виновны в низком уровне жизни большинства граждан Казахстана. Конечно, рыба гниет с головы, с этим как бы не поспоришь, но также есть другая мудрость. Один в поле не воин. И без свиты вот этой покладистых чиновников, которые заточены на бездумное выполнение воли своего начальства, диктатор Назарбаев не усидел бы 30 лет на штыке. Не было бы Жанаузенского кровавого побоища, не было бы Кантара. Вывод следующий. Если свита делает короля, в таком случае вот эта свита несет такую же ответственность за преступление президента, без разницы которого по счету первого или второго. Это не касается, конечно, тех госслужащих, которые осознали ситуацию, понимают, разделяют эти взгляды и от греха подальше отошли от этой нурмафии, не имеют к ней никакого отношения. При президентской коррупционной вертикали власти, когда по иерархии снизу вверх текут потоки финансовых откатов в карман правящей мафии, при строительстве атомной электростанции в Казахстане не избежать коррупции. Народ беспокоит качество строительства. Люди говорят, что нельзя исключить риск техногенной катастрофы, так как на глазах у казахстанцев еще в совершенно недавнем прошлом происходили обрушения совершенно новых жилых комплексов, многоэтажек. Вот, и что говорит о неуемной коррупции в процессе строительства. Учитывая атмосферу негативных настроений казахстанцев, протестующих против строительства атомной электростанции, президент Токаев, который никак не хочет или не может отказаться, учесть мнение народа и отказаться от строительства АЭС, он принимает решение провести референдум по схеме сфальсифицированных выборов. Изначальная инициатива строительства АЭС принадлежала экс-президенту Назарбаеву, который является другом, ближайшим другом президента Путина, президента Российской Федерации, а через Кулебаева партнером российского «Газпрома». А это огромнейший бизнес, миллиардный, который, значит, и в результате которых были отмыты, ну, если не сотни, так десятки миллиардов из бюджета, национального бюджета Казахстана, которые могли бы попасть в бюджет и решать вопросы, и работать на решение социальных вопросов всех казахстанцев. Поэтому назначенный президент Токаев с первых дней президентства стал отрабатывать вот эту двустороннюю договоренность между экс-президентом Назарбаевым и президентом Путиным.
А чтобы особо как бы отличиться перед вот этими своими хозяевами, он как верный слуга, как верный вельможа, высокопоставленный теперь уже, он преподнес довольно кислый результат референдума по строительству АЭС как ценный подарок президенту Российской Федерации Владимиру Путину на день рождения. Международный консорциум по строительству АЭС, о котором заявил президент Токаев народу Казахстана, это не что иное, как консорциум Назарбаев и Путин и Токаев. Прятать миллиарды долларов в иностранных банках – это рискованное по нынешним временам удовольствие, поэтому освоение капиталоемких проектов – это спасение для отмытых диктаторами миллиардов. По этой причине, если при диктаторах будут реализовываться сложные многомиллиардные проекты, такие как строительство атомной электростанции, вот эти вот миллиарды, отмытые кланом, семейным кланом Назарбаевым и олигархами, которые являются, большинство из них, держателями пакетов акций семейного ОПГ Назарбаева, останется вот казахстанцам только мечтать, что эти миллиарды могут вернуться в страну обратно. Нурмафия, как всегда, организует финансирование от имени буферных компаний, скрытых, тайных, например, российских, китайских, дубайских, турецких и других стран, и офшоров. Таким образом, кланы первого и второго президентов интегрируют свои вот эти серые грязные капиталы в серьезную урановую, атомную сферу бизнеса. Президент Токаев от имени государства Казахстан как субъекта договора по строительству АЭС, естественно же, поручит правительству Республики Казахстан предоставить иностранному этому консорциуму с непонятными, непрозрачными акционерами, участниками для строительства АЭС государственные земельные и водные фонды, ресурсы, принадлежащие всему народу Казахстана. В связи с чем у граждан возникает справедливый вопрос о возможности попадания Казахстана в стопроцентную зависимость вот от этого иностранного консорциума диктаторов из-за возможного шантажа с ценами на энергию, неисключаемого риска техногенных катастроф, издержек на ремонт, эксплуатацию, дефицит кадров и прочих проблем. Ну, понятно же, что вот эта атомная станция станет инструментом политического шантажа, вполне возможно, тех, кто хочет сохранить власть за собой. Значит, это клан Нурсултана Назарбаева и всех последующих назначенцев, если не произойдут честные политические выборы в Казахстане и не будет изменена разрушена вот эта жесткая президентская вертикаль власти и не будет организована парламентская республика. Все эти вышеперечисленные вопросы, на которые власть не смогла убедительно ответить, вот этим всем неубедительным спичем, в результате вот их и стали происходить митинги несогласия большинства граждан против строительства атомной электростанции. Несмотря на призывы провластных пропагандистов к обществу смотреть в прогрессивное будущее, значит, не отставать от прогрессивных стран, народ реалистично смотрит в свое настоящее, смотрит на уровень коррупции в коридорах президентской власти и не желает рисковать своей жизнью и здоровьем своих детей, внуков. Таково кратко о казахстанском общественном мнении, и я еще раз повторю, я его разделяю, полностью согласна с этим. Несмотря на столь важные события с атомной электростанцией, от моего внимания также не ускользнули, не прошли незамеченными попытки отдельных YouTube-каналов, ангажированных придворным коррупционером двора Назарбаева,
вновь вернуться к старой теме о Храпуновых, которой уже этой теме более 20 лет. Клеветническая кампания была начата, когда у Назарбаева зародилась идея в качестве подарка преподнести на день рождения своему продукту Имангалита Смагамбетова, который сделал лучшую политическую, может быть, карьеру в Казахстане. Он, начиная, будучи помощником, персональным помощником диктатора, но он прошел все ветви власти. И вот этот вот подарок своему продукту Имангалита Смагамбетову Нурсултан Назарбаев преподнес 9 января 2004 года, назначив его на пост акима Алматы. Естественно, самым заинтересованным в подарке был сам виновник торжества. Его многочисленный клан, богатые родни. Достаточно упомянуть его только старшего зятя, такого активного, вездесущего бизнесмена Ракишева. Новое назначение порадовало влиятельные олигархические кланы, потому что эти отношения, связанные еще, так сказать, будем говорить, с периода советской власти. Это клан Кулебаевых, Дариги Назарбаевой, Клебановых, Масимова, Евразийской группы и прочих олигархов ближнего, вот этого доверенного особого круга диктатора, а также щедро одариваемых Тасмагамбетовым его творческих и медийных, значит, кругов. Прошло уже 20 лет, как я уже говорила, у Тасмагамбетова по-прежнему все в шоколаде. Он возглавляет армию ОДКБ и ее армию, но нетлеющие угли лживой пропаганды против Храпуновых продолжают подогревать какие-то заинтересованные казахстанские медиа. В 2004 году лживая пропаганда была, вот как я ранее сказала, на руку карьере Имангалита Смагамбетова. Возникает вопрос, а кто же в 2024 году теперь финансирует пропаганду, кто хозяева и клиенты вот YouTube-каналов, которые отрабатывают заказы против Храпуновых в настоящее время? Возможно, это Кажамжаров и его соратники, которые сфабриковали уголовные дела, которые теперь рикошетом по аналогичной схеме вот этих лживых обвинений бьют по самим же заказчикам этого преследования. Возможно, это засекреченные человечки, обогатившиеся на захвате активов моих бизнес-компаний и жилой собственности моей родительской семьи, детей. Возможно, эти люди таким образом хотят увести следствие в сторону от махинаций с терминалом аэропорта города Алматы, который из муниципальной собственности был передан Тасмагамбетовым в аренду Ракишеву, а затем продан Куликбаеву с целью, возможно, это делается с целью скрыть информацию о конечных бенефициаров терминала аэропорта города Алматы в настоящее время. Кто эти заинтересованные интриганы, имеющие в своих активах YouTube-каналы, различные медиаресурсы, политические ресурсы, силовые ресурсы? Наверное, в моем списке вот таких героев будет достаточно много, хватит на целую организованную преступную группу. Чтобы на эти вопросы ответить аргументированно, потребуется как бы не одно видео. И этим, возможно, так сказать, не только возможно, а мы решили теперь заняться. Пришло время. И еще одна тема. В последнее время в казахстанском общественном дискурсе присутствует тема следующего преемника. Тема интересная, конечно, потому что система как бы преемственности, она, значит, витает в воздухе в настоящее время в Казахстане. Поэтому не буду обходить ее стороной и вставлю свои, как говорится, 5 копеек
свой взгляд со своей колокольни. Предварительно, правда, я хочу задать вам вопрос, моя уважаемая аудитория. Как вы считаете, кто будет следующим кандидатом в преемнике президента Токаева? Пишите свои комментарии. Мне очень интересен ваш взгляд. И очень хочется знать, если наши взгляды совпадают с вашими. Мои взгляды совпадают с вашими. Итак, следите за выпусками на моем канале «Ощущение правды». Подписывайтесь, чтобы не пропускать видео, чтобы видео увидело больше заинтересованных людей. Речь пойдет о конкретных выпусках на моем канале «Ощущение правды». И с рассказами о конкретных слугах диктаторов. И я хочу это сделать на новом радиоподкасте канала. Такая форма общения позволяет выходить чаще и более глубже освещать тему. А слушателям этого подкаста, не отвлекаясь от своих дел, слушать или за чашечкой кофе радиоподкаст, или занимаясь своими делами. Приглашаю к совместному обсуждению, размышлениям на актуальные темы. Давайте будем думать и размышлять совместно. Спасибо за внимание, всех благ и до новых встреч!